Привет, друзья! В 50-60-х годах прошлого века в Советском Союзе активно развивалась атомная энергетика. Программа мирного атома должна была помочь существенному развитию народного хозяйства СССР. Была построена первая в мире атомная электростанция, первый в мире атомный ледокол «Ленин», а радиоактивные изотопы стали применяться во многих областях промышленности, строительства, медицины, науки и других направлений. В стране требовалось все больше и больше урана. Геологи искали урановые руды различными способами. Поиски велись с самолетов, вертолетов, автомобилей и пешеходным способом. Пешеходные поиски – это наиболее распространенный и простой способ поисков ураносодержащих пород, с помощью которого было открыто много крупных месторождений. В те годы появилось много литературы, посвященной методам поиска урановых руд. Ну и, конечно же, были разработаны специальные приборы, полевые радиометры. И вот одним из таких радиометров был хорошо известный геологический прибор РП-1. Аббревиатура РП расшифровывается именно как радиометр поисковый. Он был разработан в СССР в середине 50-х годов на Ленинградском заводе «Геологоразведка». Сегодня это очень редкий прибор. До нашего времени дожило всего несколько экземпляров. И один из радиометров РП-1 попал в мою коллекцию. Давайте познакомимся с радиометром. РП-1 предназначен для обнаружения радиоактивных веществ и их количественного и качественного определения по гамма- и бета-излучениям. Он используется для пешеходных поисков и работает в нормальных условиях при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов. Сам прибор состоит из пульта управления и из поискового зонда, который по старинке называется гильзой. Между собой они соединены кабелем длиной 1,2 метра. Габариты пульта 220 на 190 на 90 мм. Длина гильзы 370 мм, диаметр 32 мм. Масса рабочего комплекта 2,8 кг. Пульт переносится с помощью плечевого и поясного ремней, но, к сожалению, мне он достался без всего, только сам радиометр с гильзой. А вообще РП-1 поставлялся в деревянном ящике, внутри которого находился сам радиометр, два ремня, счетчик СТС-6, хомут для крепления гильзы на палке, а также инструменты и запасные детали. На текущий момент известны приборы выпуска 1956 и 1957 годов. Причем мой прибор 1956 года, и он был произведен на заводе «Геологоразведка» в Ленинграде. А вот на фотографиях с форума РХБЗ показаны приборы 1957 года, и они выпущены на заводе геофизической аппаратуры в городе Барнаул. Корпус РП-1 изготовлен из стекловолокнита довольно редкого оттенка. Как видите, он красно-коричневый. И других приборов с подобным корпусом я пока лично не встречал, хотя они есть. Например, радиометр РМ-2 производства той же геологоразведки. На лицевой панели пульта находится измерительный прибор и органы управления. Здесь мы видим переключатель вида работ, регулятор напряжения, телефон с куполообразным резонатором, гнезда для подключения внешних телефонов, то есть наушников, а также сбоку находится колодка для подключения гильзы. Сзади прикреплена табличка с информацией об изготовлении прибора. На ней написано «СССР, Министерство геологии и охраны недр, завод «Геологоразведка», город Ленинград». Указан номер прибора 1165 и год выпуска 1956. Примечательно, что все ручки и резонатор изготовлены из точно такого же волокнита, что и корпус. Половинки пульта скреплены между собой двумя винтами. Здесь видны прорези для ремней. Колодка для подключения зонда имеет 4 гнезда. Одно из них более толстое, поэтому ошибиться при установке невозможно. Разъем на кабеле оснащен гайкой, которая затягивается при подсоединении.
Рассмотрим измерительный прибор. Это довольно распространенный микроамперметр М592 на 50 микроампер. На шкале микроамперметра нанесено 50 делений, каждая из которых условно соответствует 2 микрорентгенам в час. Интересно, что в руководстве от радиометра микрорентгены в час называются гаммами, то есть когда говорят 50 гамм, это значит, что речь идет о 50 микрорентгенах в час. Больше нигде такой терминологии пока не встречал. Переключатель режима работ имеет 5 положений. В положении В радиометр выключен. В позиции 1 прибор работает на первом диапазоне чувствительности. Это максимально чувствительный режим. В положении S производится сброс показаний стрелочной головки. Позиция 2 переводит радиометр во второй диапазон, где чувствительность понижается в 20 раз. Этот диапазон используется в том случае, если на первом диапазоне показания превышают 80-90 делений шкалы. И последнее положение переключателя К – это контроль напряжения. Дело в том, что стабилизатора напряжения в приборе нет, поэтому его показания напрямую зависят от напряжения источников питания. При установке новых батарей регулятор напряжения ставится в крайнее левое положение. Затем прибор включается в режим контроля, и оператор запоминает положение стрелки в этом режиме. И это и будет считаться нулевой отметкой для снятия показаний. Затем, по мере расходования батарей, необходимо с помощью регулятора напряжения устанавливать стрелку на исходную отметку. Чтобы открыть корпус пульта, необходимо открутить всего лишь 2 винта. Внутри мы видим алюминиевое шасси, на котором установлены детали пульта. Слева находится большой отсек для батарей. Справа мы видим монтажную плату. На ней расположены клеммы для подключения батарей, а также небольшие детали. Это резисторы, конденсатор и регулятор чувствительности прибора. В нижней части находятся 4 параллельно установленных конденсатора МБГП емкостью по 1 микрофараду. То есть суммарная емкость этой сборки 4 микрофарада. Хотя на фото с форума РХБЗ можно видеть прибор, где стоит всего один конденсатор емкостью 4 микрофарада. Справа под платой расположены 3 электролитических конденсатора емкостью по 100 микрофарад. Под крышкой пульта мы видим микроамперметр, телефон, потенциометр установки напряжения, а также галетный переключатель. Очень интересное решение. Принципиальная схема прибора находится прямо внутри самого радиометра, и ее невозможно потерять. Здесь указаны также и номиналы радиодеталей, что очень удобно при диагностике и ремонте. Схема прибора, как видите, очень простая. Счетчик через резистор R2 питается от источника в 450 вольт. Импульсы со счетчика нормализуются с помощью простой цепочки, состоящей из конденсатора, резистора и газоразрядного тиратрона. Нормализованные сигналы поступают в интегрирующий контур и подзаряжают электролитические конденсаторы, которые разряжаются через сопротивление. А измерительная головка показывает оставшееся напряжение на конденсаторах. Чем выше мощность радиоактивного излучения, тем больше импульсов приходит в интегрирующий контур, и тем выше напряжение на конденсаторах. И, соответственно, тем большее значение показывает измерительная головка. Особое внимание я хотел бы уделить культуре производства на заводе «Геологоразведка». Я впервые вижу настолько аккуратную конструкцию и настолько аккуратную сборку. Место каждой детали подписано. Посмотрите, как точно сформированы выводы у радиодеталей и как аккуратно они припаяны к контактным лепесткам. А ведь прибор выпускался серийно, и все это делалось вручную. Но самое поразительное находится прямо на лицевой панели, и даже я сам не сразу обратил внимание. Посмотрите на шлицы винтов, все они выровнены. Винты смотрят строго горизонтально на микроамперметре и вертикально на разъеме для телефонов. Я впервые в жизни вижу такое внимание к сборке. Тут совершенно очевидно, что прибор изготовлен с огромной любовью к своему делу.
Безмерное уважение работникам геологоразведки. Кроме того, все крепежные винтики сделаны из нержавейки, и прибор практически не подвержен коррозии, здесь просто нет стальных деталей. Регулятор чувствительности имеет шкалу в градусах, что позволяет точно устанавливать значения, если нужно изменить настройки. 3 электролитических конденсатора держатся с помощью прижимной планки. В данном случае корпус детали играет роль минусового контакта. Но самое удивительное, что эти электролиты производства 1956 года до сих пор исправны и соответствуют своим номиналам. И еще первое, что ты ощущаешь, открывая корпус прибора, это благородный запах, очень похожий на то, как пахнет дорогое сандаловое дерево. Давайте теперь рассмотрим гильзу. Она состоит из внешней защитной оболочки, выполненной из алюминия. Эта трубка навинчена на основу, и вместе стыка используется уплотнительное резиновое кольцо, что обеспечивает герметичность гильзы. Ее даже можно погружать в воду. В комплекте с прибором поставляется специальный хомут, который надевается на гильзу. В хомут вставляется палка, и таким образом можно пользоваться зондом в горизонтальном положении. Сняв внешнюю оболочку, мы увидим внутреннюю трубку с прорезью для счетчика. Эта трубка также крепится к основе с помощью резьбового соединения. Внутри трубки находится сам счетчик STS-8. К сожалению, тот счетчик, что был изначально, оказался неисправным, поэтому мне пришлось купить новый. STS-8 – это высокочувствительный счетчик для регистрации гамма-излучения. Однако для работы с бета-излучением в радиометр можно поставить счетчик STS-6, который также входит в комплект поставки прибора. Счетчик устанавливается плюсом головки, минусом контакту на пружине. Под защитным кожухом находится головка. Здесь размещена электронная схема зонда, предназначенная для питания счетчика и регистрации импульсов. Она состоит из 2 резисторов, одного конденсатора и тиратрона МТХ-90. Как вы уже заметили, никаких преобразователей напряжения у радиометра нет, а это значит, что питание счетчика будет производиться от высоковольтных батарей. Напомню, что счетчикам STS-6 и STS-8 требуется рабочее напряжение примерно 400 вольт. Питание в радиометре RP1 обеспечивается с помощью 6 75-вольтовых батарей ГБ-75, подключенных последовательно. Общее рабочее напряжение составляет 450 вольт. При этом используются отводы на 150, 225 и 450 вольт. Одного комплекта батарей должно хватать на 500 часов работы. Очевидно, что в нынешнее время запитать RP1 очень затруднительно, но меня такими сложностями не напугаешь. Поэтому я купил 40 12-вольтовых батареек 27А. Если последовательно соединить 36 таких батареек, то получится как раз 450 вольт. Покупка обошлась мне в 950 рублей. Я спаял между собой батарейки, припаял затем выводы в нужных местах. И в результате у меня получилась вот такая 450-вольтовая батарейка. Не обошлось без приключений, конечно же, она шибанула меня током, даже след на пальцах остался. Но я все-таки выжил, хотя было очень неприятно. Оригинальные батареи крепятся ремешком, но в моем приборе ремня не обнаружилось, поэтому я просто приклеил свою батарейку с помощью двусторонней липкой ленты. Однако, когда я включил прибор, меня ждало разочарование. Стрелка сразу уходила в зашкал и не поддавалась регулировке.
Я обнаружил, что это происходит при подключенном зонде. Разобрав зонд, я увидел, что тиратрон, как бешеный, полыхает адским огнем и сильно греется, а такого быть не должно. Батарея также нагрелась, и что самое обидное, за время моих экспериментов просело ее напряжение до 400 вольт. Я провел диагностику всех радиодеталей внутри пульта, но не нашел никаких проблем. Все конденсаторы и резисторы были в норме. Оставалось подозрение на какую-то неисправность в схеме зонда. Возможно, неисправен был тиратрон. Тогда для проверки я на картонке собрал макет зонда из своих радиодеталей. Правда, вместо тиратрона МТХ-90 взял тиратрон ТХ-4Б. Ну и в качестве счетчика использовал SBM-20 из-за его компактности. А рабочие характеристики у него такие же. Подключив схему к разъему пульта, я обнаружил, что все замечательно работает. Тиратрон дает вспышки с нормальной частотой, а при поднесении источника радиации частота вспышек увеличивается. Более того, в телефоне слышны щелчки, а стрелка набирает показания, то есть пульт прибора точно исправен. Однако неисправности я искал еще очень долго. Я проверил все детали на плате зонда, все они в порядке и соответствуют своим номиналам. Отправил все входные провода по одному, никаких изменений. Опять зашкал. Потом, когда все версии иссякли и остался только вариант с диверсией, я обнаружил, что между первым и четвертым контактом кабеля присутствует непонятное сопротивление в 140 кОм, а его быть не должно никак. Я разобрал вот этот разъем, ничего в нем, правда, не нашел, однако сопротивление между контактами исчезло. И когда я собрал разъем обратно, все тут же заработало. И вот теперь мы наконец-то можем наблюдать, как работает радиометр РП-1, выпущенный почти 70 лет назад, в 1956 году. При включении первого диапазона мы слышим отчетливые щелчки резонатора. Если поднести источник радиации, то щелчки учащаются, а стрелка начинает заметно двигаться. Обратите внимание, насколько чувствительный этот прибор благодаря большому счетчику STS-8. В положении S показания обнуляются. Теперь переключимся на второй диапазон и проверим его работу мощным источником гамма-излучения. В этом диапазоне щелчки немного более тихие, но их по-прежнему слышно очень хорошо. Просто удивительно, но спустя почти 70 лет с момента производства все оригинальные детали в полном порядке. Даже электролитические конденсаторы не потеряли свои характеристики, поэтому прибор работает идеально. Как я уже говорил, счетчик STS-8 в основном предназначен для работы с гамма-радиацией. Но гильза позволяет устанавливать и бета-чувствительный счетчик STS-6 или его более поздний аналог SBM-19. Давайте проверим, как в радиометре будет работать этот счетчик. При использовании бета-чувствительного счетчика имеет смысл работать со снятой внешней трубкой гильзы, чтобы чувствительность была максимальной. Конечно, это возможно только в чистых сухих условиях. STS-6 очень хорошо реагирует на бета-источники, и с его помощью можно легко найти урановый минерал. Ну или урановое стекло. Вот именно так в 50-е и 60-е годы именно этими приборами и искали урановые руды. Ранее мы уже рассматривали регулятор чувствительности радиометра, а сейчас поговорим о нем немного подробнее.
В заводском исполнении РП-1 откалиброван таким образом, что предел измерений на первом диапазоне составляет 100 микрорентген в час, а на втором 2000 микрорентген в час. Однако с помощью регулятора чувствительности можно изменять эти пределы. Если повернуть регулятор чувствительности по часовой стрелке, то можно увеличить чувствительность прибора таким образом, что шкала первого диапазона будет соответствовать 50 микрорентгенам в час. То есть чувствительность повышается, но предел измерений сокращается. Если же повернуть регулятор против часовой стрелки, то чувствительность понизится, а предел измерений расширится до 8000 микрорентген в час, то есть до 8 миллирентген в час на втором диапазоне. Разумеется, при изменении настроек чувствительности следует производить градуировку прибора с помощью контрольных источников. В руководстве от РП-1 подробно описана методика калибровки радиометра. Используя цифровую шкалу регулятора, можно легко устанавливать нужные настройки, исходя из предыдущих градуировок. Гнездо для головных телефонов тоже довольно интересное. К нему можно подключить не только внешние телефоны, но и электромеханический счетчик импульсов. Выглядит он примерно вот так. Это устройство позволяет производить подсчет импульсов за интервал времени, что необходимо при определении активности бета-излучения пробы в лаборатории. При подключении внешних телефонов встроенный телефон отключается. Как я уже говорил, в 50-е и 60-е годы выпускалось много литературы, посвященной поискам урановых руд. И в каждом из таких изданий были упоминания радиометра РП-1. Прибор был очень популярен и, скорее всего, выпускался в довольно больших количествах. У меня есть несколько книг на данную тему, давайте их посмотрим. В книге «Методы поисков и разведки месторождений урана» упоминается РП-1 среди других полевых радиометров и дано его изображение. В книге «Поиски месторождений урана» радиометру посвящено чуть менее страницы текста, дана фотография и краткое описание прибора. В справочнике по дозиметрическим и радиометрическим приборам приведены технические данные РП-1 и обозначена его цена на тот момент. Фотография здесь почему-то в зеркальном отображении. Но самое интересное – это книга «Как искать урановые руды». Здесь есть целая глава, которая подробно описывает радиометр РП-1 и правила работы с прибором. Книга была ориентирована на широкую публику и поэтому написана простым языком. И в те времена, по сути, каждый желающий мог заниматься поиском уран содержащих пород. А насколько эта тема была популярна, можно судить из тиража книги – 25 тысяч экземпляров, причем это уже второе издание 1962 года, а первое было выпущено в печать в 1960 году тиражом 15 тысяч экземпляров. И даже более того, вот мы открываем первый номер популярного детского журнала «Юный техник» за 1956 год. Министр геологии и охраны недр СССР напрямую обращается к школьникам со словами, что самые ценные металлы того времени – это уран и торий, и что искать радиоактивные руды не только можно, но и нужно, ведь в туристические походы и экскурсии дети должны ходить не просто так, а с пользой для Родины. А каждому советскому школьнику неплохо бы освоить навык поиска урановых и ториевых руд. И в том же номере журнала приведены инструкции, чтобы любой школьник смог собрать дома прибор для поиска радиоактивных пород – радиометр. Все, что нужно, это счетчик Гейгера, конденсатор, головные телефоны и 3 батарейки по 300 вольт. Совершенно никого в то время не смущало, что ребенку предлагают самостоятельно смастерить прибор, в котором используется источник напряжения 900 вольт, а затем отправляться с ним на поиски радиоактивных залежей. Поэтому Советский Союз всегда был самой непобедимой страной в мире. Но на этом урановая лихорадка для детей не закончилась, и уже во втором номере «Юного техника» последовало продолжение.
Прямо на первой же странице была опубликована статья «Как искать уран», где на картинке изображен комсомолец с радиометром РП-1. В статье кратко описаны урановые минералы, как и где их искать, а также размещен анонс карманного радиометра РМ-1. Если вам интересно, вы можете поставить видео на паузу и прочитать, что об этом писали. Правда, несмотря на заглавную картинку, в статье говорится, что купить радиометры РП-1 или РМ-1 в то время было практически невозможно. Итак, друзья, мы познакомились с довольно редким радиометрическим прибором. И не только с его внешним видом и устройством, но и с тем, как РП-1 работает. Думаю, что после того, как прекратилось производство высоковольтных галетных батарей, никто больше не запускал эти приборы. А мы только что это сделали. И что самое удивительное, РП-1 заработал без какого-либо ремонта и замены деталей. Поэтому мне было особенно приятно делать этот обзор. Ну и как всегда, прошу поддержать мой канал лайками и комментариями. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!